Всем привет! Сегодня будем обрабатывать вот такой вот материал. Это советские операционные усилители 140 серии. В основном 140. Значит, здесь 140 УД1А, УД1Б, УД5, УД8 и немного 153 серии. Вот она, по-моему. Значит, все они коротконогие, паянные. Вот, соответственно, будем снимать припой отдельным процессом, для того, чтобы он нам не помешал при растворении корпусов. Значит, готовить растворитель припоя будем по рецепту Франсуа Пелье с одноименного канала. Для приготовления 250 грамм нам понадобится 200 грамм дистиллированной воды, 50 грамм азотной кислоты, 1 грамм мочевины и 12 грамм лимонной кислоты. Так, для начала нам нужно получить нитрат мочевины. Для этого добавляем немножко азотной кислоты и высыпаем 1 грамм мочевины. И вращаем все это до образования нитрата мочевины. О том, что он образовался, говорит такая вот муть. Так, ну видно, что нитрат мочевины у нас образовался. Теперь добавляем дистиллированную воду. Нитрат мочевины растворили в дистиллированной воде и присыпаем 12 грамм лимонной кислоты до растворения. Можно включить легкий подогрев, но в принципе не обязательно. Так, лимонная кислота растворилась. Ну и вишенка на торте, приливаем остаток азотной кислоты. Так, ну что, наш растворитель припоя готов. Собственно, можно теперь пересыпать туда материал. Завлекаем магнитный якорь. И присыпаем материал. Значит, для снятия припоя понадобится, я думаю, минут 40. Греть раствор мы не будем, для того, чтобы реакция шла, как положено, не очень бурно. Вот. Почернение раствора будет говорить о том, что в него попали взвеси растворенного диффузией припоя золота. В дальнейшем эти взвеси мы поймаем на фильтре и отработаем отдельно. Ну а теперь ждем. Ну а пока у нас материал обрабатывается растворителем припоя, попробуем выяснить, какой же у нас должен быть выход. Так, значит, у нас сегодня 19.02.24 года. Обрабатываем мы дэшки в количестве 100 штук. Значит, по данным сайта Drag Metal Inform,
среднее содержание в одном корпусе. Находится в пределах от 17 тысячных до 27 тысячных. Так, ну я думаю, здесь мы возьмем среднюю по больнице. Будем исходить, так как у нас микс, будем исходить из того, что среднее содержание будет давайте возьмем 0,02 грамма. Так, умножим это на 100 штук. И получаем, что у нас должно быть теоретический выход где-то в районе 2 грамм. Так, но это содержание для новых корпусов. У нас корпуса не новые, с укороченными ногами, где-то под припоем. Поэтому думаю, что вычтем мы из этой цифры примерно 20%. Вот. И получим 2 минус 0,4, примерно 1,6 грамма. Значит, на эту цифру примерно будем ориентироваться. Значит, это тот минимум, который мы должны получить. Все, что выше, уже будет хорошо. Так, ну что, вернемся к нашему растворителю припоя. Так, видим, что реакция запустилась, раствор начал темнеть. То есть припой наш растворяется. Это спустя где-то 10 минут. Вот, ну, ставлю вам на таймлапс. И будем наблюдать. Для вас прошла пара минут, для меня чуть меньше часа. Видим, что растворитель припоя отработал. Раствор потемнел. Сейчас попробую показать, что на выходе. Видно, что припой практически весь растворился. Теперь декантируем раствор. Промываем. Так, теперь корпуса будем растворять в смеси азотной кислоты серной. Ну а это на фильтр. Вес корпусов у нас порядка 90 грамм. Вот, я думаю, что 2-литрового стакана для растворения будет достаточно. Приготовим, собственно, раствор. Зальем 750 миллилитров дистиллированной воды. Материал, я думаю, сразу скинем.
Возьмем соточку концентрированной серной кислоты. Соответственно, кислоту приливаем к воде, но никак не наоборот. Мерничек замываем сразу. Берем где-то 50 миллилитров азотной. 60. Наш материал я перенесу сейчас в вытяжной шкаф, и там будем смотреть за дальнейшей обработкой. Плитка разогрета, материал перенесли. Ждем старт реакции. Как видим, реакция стартовала. Началось выделение газов, моноксида, диоксида азота, а также водорода. Так, травление займет, я думаю, минут 40. Пока есть время, обработаем раствор после растворителя припоя. Для этого берем пару фильтров синяя лента. Включаем компрессор. Запускаем компрессор. Смачиваем фильтры. Выставляем уровень всасывания. И будем фильтровать. Вот такая вот у нас взвесь. Соответственно, ее нам надо поймать на фильтре. Фильтрация практически закончилась. Замываем фильтр. Увеличиваем силу всасывания, чтобы его осушить. Так, компрессор нам больше не нужен. Выключаем. И смотрим, вот что у нас получилось. Ну, тут, прямо скажем, слезы. Но я все-таки попытаюсь растворить это дело отдельно. Ну, вот что на выходе после фильтра. Все черные взвеси поймали. Ну, а пока быстренько глянем, что у нас тут с процессом травления.
Все идет достаточно бурно. Но контролируемо. Вернемся к растворителю припоя. Переносим наш фильтр в стакан на 600 миллилитров. Размываем. Так, и приготовим царскую водку. Приготовим 80 миллилитров. Это не значит, что я буду все ее вливать. Ну, так просто удобнее. Берем 60 миллилитров соляной кислоты, 20 миллилитров азотной, до 80. Ну, вольем, я думаю, миллилитров 20. Ставим на подогрев. И ждем. Как видим, то, что мы поймали на фильтре, уже практически растворилось. Подождем еще минут 5-7 и будем фильтровать. Фильтруем через двойной фильтр «Синяя лента». Фильтрацию закончили. Фильтр отправляем ко всем другим фильтрам на дальнейшую переработку. Ну и сейчас будем думать, что делать вот с этим раствором. Решил я, что все-таки попробуем осадить этот раствор. Он, конечно, бледненький, но, может быть, что-то получится увидеть значимое. Хотя шансов немного. Это все скорее бульон из-под яиц. Включаем подогрев. Пускаем магнитный якорь. Греем градусов до 80. Наш раствор нагрелся. Будем сейчас гасить продукт азотной кислоты мочевиной. Присыпаем. Азотка есть. Азотку погасили. Ну, осаживать будем гидрозин-гидратом, ранее приготовленным. Соотношение 1 к 3 с дистиллированной водой. Поехали.
Видим, изменение цвета. Золото в растворе присутствует. Ну, похоже, не догасили азотку. Я чуть-чуть еще мочевину вброшу. Раствор наш просветлел. Даже что-то скоагулировалось. Я думаю, на этом можно заканчивать. Останавливаем. Счастье село на магнитном якоре. Это не страшно. Все равно пойдет в дальнейшую переработку. Ну, прямо скажем, взвешивать здесь нечего. Вот такой вот результат со растворителя припоя. Так, ну а мы вернемся к основному материалу. Здесь у нас реакция продолжается. Но уже близка к завершению. Я думаю, что еще минут 10 и будем снимать с плитки и решать, делать ли вторую протравку или достаточно будет этого. Растворение закончилось. Видим, что кислоты практически все сработались. Ну, еще есть какое-то остаточное выделение газов, но это уже копейки. Так, я думаю, что все-таки протравим мы дополнительный раз. Поэтому сейчас декантируем верхушку, сольем, промоем и зальем свежую порцию кислот для окончательного вытравливания корпусов. Добавил новую порцию кислот и ждем старта реакции. Ну или, соответственно, фальстарта. Реакция запустилась. Выделение газов снова пошло. Ну, я думаю, что осталось здесь совсем чуть-чуть попутных металлов. Думаю, что минут 20 потравим. И будем опять декантировать. И будем ловить на фильтре полезные металлы. А пока начнем фильтрацию первого раствора после травления. Ну а пока шла фильтрация, работался второй раствор. И его тоже добавляем сюда. После этого будем проверять то, что после фильтра, на наличие серебра.
Вот что нам удалось поймать на фильтре. Сейчас все это переносим в стакан и травим царской водки с основным материалом. Так, за кадром я слил верхушку и промыл то, что у нас было осажено после растворителя припоя. Взвесить это невозможно, поэтому отправляю туда же, куда и основной материал, на перерастворение. Так, ну пока проверим раствор стравления после фильтрации на наличие серебра. Добавляем соляную кислоту. Видим, что серебра у нас нету. Но основной материал заливаем ранее приготовленной царской водкой. Вот она такого цвета настоялась. Вливаем 50 миллилитров. Вливаем чуть-чуть дистиллированной воды, чтобы покрыть фильтр и материал. И несем на плитку. Перенесли материал на плитку. Видим, что растворение началось. Теперь только ждем. Все растворилось. Значит, раствор получился грязный. Вот, видимо, судя по цвету, недорастворилась металлическая часть. Ну, возможно, еще в царской водке растворился лак. Так, для того, чтобы в дальнейшем у нас было меньше проблем, дольем сюда разбавленной серной кислоты. Часть всякого говна образует с ней сульфиды. Вот. И все эти сульфиды при фильтрации останутся на фильтре. Ну, плюс наличие серной кислоты в растворе улучшит коагуляцию при охлаждении. Сейчас кипятим минут 5 и дальше на фильтрацию. Вот, собственно, образование сульфидов уже можно видеть. Раствор стал мутный. Так, кипятим 5 минут и фильтруем. Наш раствор готов к фильтрации. Собственно, приступаем. Включаем компрессор. 2 фильтра синяя лента. Смачиваем. И переливаем. Видно, что в взвесе образовались вот это как раз сульфиды, которые связали ненужную нам органику. Фильтруем.
Фильтрация практически закончилась. Теперь промоем фильтр. До тех пор, пока не начнет капать прозрачная жидкость. Да, раствор получился достаточно грязный. Видно, что есть примеси железа. И еще неизвестно чего. Скорее всего, в растворе присутствует лак. Ну, сейчас дофильтруем, попробуем раствор слегка почистить. Раствор перелили. И почистить попробуем его серной кислотой. Если сейчас образуется желтоватая взвесь, значит будем фильтровать еще раз. Ничего у нас не образовалось. Значит, все ненужное мы в основном оставили на фильтре. Ну что, переносим на мешалку, будем осаждать. Раствор нагрели градусов до 80. Осаживать будем, как и в прошлый раз, гидрозин-гидратом. Я уже набрал несколько кубиков. Сейчас мы немного его разбавим. Гидрозин-гидрат — это один из самых эффективных осадителей. На осаждение 1 грамма золота нужно примерно 17 миллилитра гидрозин-гидрата цитрированного. Вот, но мы его здесь разбавляем, чтобы реакция осаждения была не очень бурной. Так, пускаем магнитный якорь. Гасим продукты азотной кислоты. Гасить будем мочевиной, как всегда по классике. Продукты азотной кислоты присутствуют. Гасим дальше. Так, ну, вроде бы достаточно. Отправим в голову. Да. Начинаем осаждение. Прикапываем гидрозин-гидрат. Так, видим изменение цвета. Не знаю, удастся ли скоагулировать осадок, но попробуем. Вливаем еще. Ну, коагуляция, похоже, пошла. Так. В процессе добавим еще немного мочевины. Моим наблюдением способствует коагуляции. Так, гидрозина достаточно. Ну а теперь крутим и наблюдаем, как светлеет раствор.
Раствор просветлел, стал прозрачным. Наблюдаем хорошо скоагулированный золотой осадок. Цвет раствора пускай не смущает. Это растворенное в нем железо. Для того, чтобы в этом убедиться, проведем анализ на полноту извлечения золота из раствора. Прикапаем из нашего раствора небольшое количество жидкости в тигель и обработаем его хлоридом олова-2. Отсутствие изменения цвета в сторону потемнения будет говорить о полноте извлечения. Как видим, цвет не меняется. Значит, все золото из раствора мы извлекли. Далее декантируем верхушку, промываем несколько раз в дистиллированной воде и далее в ней кипятим. Осадок прокипятили. Теперь сливаем, сушим и взвешиваем. Так, ну и финалочка. Сколько же у нас получилось? Получилось у нас 1,36 грамма. До теории нашей не дотянули немножко. Ну, сейчас пойдем все посчитаем еще раз. Так, вернулись к нашим записям. Ну что, вот наши хотелки. 1,6. Фактически получается у нас 1,36 грамма. Соответственно, если поделить это на общее количество, получаем содержание в БУ корпусах 140-х УД 0,136. Вот такие результаты. Достаточно грустные, но тем не менее какие есть. По этому материалу, с учетом цены закупки, не удалось отработать даже в ноль. Ну, как я обещал, подсыпок не будет. Вот их, собственно, и не было. Значит, в следующий раз надо будет закладываться на меньшее содержание. Косяков при обработке вроде бы тоже не было. Все прошло гладенько. Может быть, что-то еще там выпадет в отстойнике, но это будут крохи. Вот. В общем, такой результат. Ну а на этом всем пока.